And this abnormal condition is felt or experienced as disease. Это ненормальное состояние жизненной силы переживается нами и ощущается нами как болезнь. Ненормальное состояние жизненной силы ощущается и переживается как болезнь. So this abnormal condition which is produced by the vital force, Это ненормальное состояние, которое производит жизненная сила. it is to be understood as the result of the effort of the force Должно пониматься нами как усилие со стороны жизненной силы to eliminate this external influence. Усилие по уничтожению какого-то вредного воздействия внешнего. And bring the constitution into the normal pattern of functioning. И стремление жизненной силы вернуть конституцию к нормальному паттерну, нормальной деятельности. So this is a sort of activity like a battle between the force and between the disturbing external factors. То есть это своего рода борьба нашей жизненной силы с какими-то дестабилизирующими внешними факторами. And during this phenomenon, и во время вот такого явления the vital force produces what are called the symptoms. Во время такой борьбы жизненная сила производит то, что мы называем симптомами. So the purpose of the production of the symptoms is to enable us to know what is happening in our constitution. Целью симптомов является дать нам знать, что нечто происходит в Конституции. So the symptoms are the distorted expressions. Симптомы – это ненормальное выражение, нарушенное выражение of the mind, of the senses and of the body. Ума, чувств и тела. Это нарушенное выражение ума, чувств и So these symptoms are important because they give us a clear indication of the pattern of the disturbance. Симптомы очень важны, потому что они нам ясно указывают на то, какое именно нарушение произошло в Конституции. So the vital force makes an immediate reaction to the external influences. То есть жизненная сила, она немедленно реагирует на какие-то неблагоприятные происшествия внешние. Реакция. Just like how Это подобно тому, как it is explained in the Newton's law, как объясняется в законе Ньютона, that every action has its opposite, equal and opposite reaction. что сила действия сила противодействия равна силе действия, или наоборот, сила действия равна силе противодействия. So in the same manner, when there is an action in the form of influence
by the disturbing factors, Таким же образом, если производится извне некое действие, которое нарушает нормальную работу организма, then there is this reaction from the vital force. у жизненной силы наступает реакция на это враждебное действие. Ответная реакция на враждебное действие извне. And this reaction of the vital force includes an effort to eliminate the disturbing factor. Эта реакция жизненной силы, она направлена на то, чтобы убрать травмирующий фактор. And also an effort to get normalized. А также вернуться к нормальной деятельности. Вернуться к своей нормальной деятельности. So in this process В этом процессе, of its effort, it produces symptoms. в этом процессе совершения неких усилий со стороны жизненной силы, она производит симптомы. So now what we have to understand about the vital force is То, что мы должны понять насчет жизненной силы, это so the vital force первое, sustains the constitution то, что жизненная сила поддерживает Конституцию. and the vital force provides protection to the constitution. Второе, она защищает Конституцию. And the vital force, in its course of protection, it produces a reaction Третье, то, что она в ходе этой защиты Конституции производит некую реакцию to the external influence на внешние воздействия. Here external means not only just from outside the body, but even inside also those which are not natural. Под внешними воздействиями, тут важно понять, мы подразумеваем не только какие-то воздействия из внешней среды, но также какие-то внутренние вещи, которые отличаются от естественных, которые являются нежелательными и ненормальными для нормальной работы Конституции. And also another function is effort to get normal functioning. И четвертое, что свойственно жизненной силе, это постоянное стремление вернуться к нормальной работе, к нормальному функционированию. Because the abnormalities should not be continued for a long time. Потому что то ненормальное состояние, в которое она вошла, оно не должно продолжаться долгое время. If the abnormalities are continuing for a long time, that means the vital force is losing its power. А потому что если она будет долго производить какие-то реакции, это значит, что она будет ослабевать, она будет терять свою силу. So when the vital force started to lose its reactive power, И тогда, если жизненная сила потеряет свою реактивную силу, that means способность, the disease condition is getting established on the constitution. тогда это будет означать, что болезненное состояние, оно укоренилось в организме. So first the symptoms are produced as indicators. Итак, сначала симптомы производятся как индикаторы.
And at a later phase, there will be consolidation of the sufferings on the body. На более позднем этапе начнется консолидация недомоганий и страданий. So how can we identify whether the vital force has restored its function or not? А как мы можем понять, что жизненная сила восстановила свое функционирование или не восстановила? Because we have seen that disease is a distorted phase of functioning of vital force. Потому что мы увидели уже, что болезнью является нарушенное функционирование жизненной силы, which can be identified by the symptoms которое можно определить по наличию симптомов, and can be experienced by the distortion in the experience of the body, mind and senses. И что ощущается нарушением ощущений в теле, в чувствах и в уме. So restoration of the normal functioning of vital force can be identified Восстановление нормального функционирования жизненной силы можно определить по by the restoration of enthusiasm по возвращению, по тому факту, что вернулся энтузиазм, joy, радость, contentment, удовлетворение, endurance, способность противостоять всяким неприятностям. these are all the faculties of mind. И все это перечисленное, как мы видим, это свойство ума. And then along with this there should be also restoration of appetite, Наряду с восстановлением вот таких вот свойств ума у нас должен восстановиться аппетит, thirst, нормальная жажда должна быть, and along with this inclination to receive food and drink, appetite is there, but that is not enough. You must have an inclination. These two are to be differentiated. And thirst will be there. Even thirst is there, but you are not able to take the drink. So this one after another should be restored. And this is то есть должны восстановиться аппетит, жажда и наша наклонность к приему пищи и напитков. these are all
Склонность к приему пищи и напитков. Аната Кришна говорит, что это аппетит и склонность к приему пищи и напитков. Это не одно. Sometimes you feel hungry, but you don't feel like eating. The body does not accept. Потому что иногда во время болезни у нас такие странные вещи бывают, что мы чувствуем, что мы голодны, но мы при этом не можем кушать. Тело принимает пищу. And restoration of the functioning of the sensorium. Также должны восстановиться наша деятельность всех наших чувств. So these are all on the level of the vital body. Вот эти второй ряд свойств, это на уровне жизненного тела. So these are Первые были свойства ума, это свойства жизненного тела. through these you can know that there is restoration, there is a process of restoration, and the vital force is getting stronger. Через вот эти вот показатели мы можем понять, что наша жизненная сила восстанавливается к своей нормальной работе. Without this, just only if you depend upon the investigation levels of the laboratory, без вот этих вот показателей, если мы будем опираться в своих выводах только на результаты лабораторных исследований, that cannot determine a restoration of health. Мы не сможем достоверно утверждать, что здоровье восстановилось. For example, Например, if your blood is investigated and urine is investigated, проверили кровь, проверили мочу, and they will confirm that they are normal levels, everything. И они показали нормальные показатели все. But you are not able to attend your work. Но при этом вы чувствуете себя так, что не можете ходить на работу, You have no inclination for food, и не можете принимать пищу, and you have no enthusiasm. и у вас нет энтузиазма жизненного. So that means it is not completely restored, but it only the levels of blood and urine are showing normal, but that doesn't mean that you have restored. И это будет означать, что просто ваши анализы пришли в норму, а на самом деле здоровье еще не пришло в норму. So all these investigations, they cannot completely determine your real state of health. Никакие лабораторные исследования не могут с достоверностью показать восстановление здоровья. After all these things are restored, После того, как все это восстановилось, after this for some time there can be the level of sugar and all the levels in urine and blood may be abnormal for some time. But даже после того, как все это восстановилось, лабораторные исследования как раз наоборот могут показывать какие-то отклонения от нормы по еще какое-то время. Но so you can know that when these distortions are eliminated and when they are functioning normally, then for some time there can be different levels and abnormal levels of these investigations, but we need not worry about this. Но нам не нужно беспокоиться об этом. Даже если наши анализы показывают какие-то там нарушения, если у нас присутствуют вот эти вот все показатели, это значит, что наше здоровье, оно налаживается. This is what we see in our practical cases when we make an approach. Это то, что мы видим в наших практических кейсах. Because in the normal approach of medicine, they only completely depend upon these pathological investigations. У современной медицины сейчас ориентация только на вот эти вот исследования патологических состояний
И они делают на их основании выводы. Но это неправильно. So only if you depend only upon the pathological investigations without these observations, если мы будем зависеть только от показаний лабораторных исследований и не смотреть вот на эти вот моменты, then you cannot have a proper understanding of the functioning of the vital force. тогда у нас не будет правильного понимания функционирования жизненной силы, деятельности жизненной силы, работы. You see, when you take the example of the ocean, the water of the ocean, Когда можно взять пример такой, океан и его воды, you can see two entities. One is the water of the ocean and another is the waves. мы можем наблюдать там с одной стороны воду в океане, а с другой стороны волны в океане. When we observe the ocean, we can observe very big, huge waves are Смотрим на океан и coming up. видим большие, огромные волны. And for our observation, it appears that the waves are different from ocean. Когда мы смотрим на них, нам начинает казаться, что они отдельно существуют от воды океана. So, they appear like that because the normal water of the ocean will not make you experience this high power, but the wave of the ocean, it will be very strong in its power because it emanates and goes very high and then falls down. It can topple you, so it has a great force. И вот когда мы смотрим на океан, если мы просто смотрим на воду, на спокойную воду, мы никогда не поймем, что там есть некая сила. Только когда мы смотрим на волны, мы понимаем, что есть какая-то огромная сила, которая движет вот этими волнами. But all this is only a temporary phase of the same water of the ocean. Но эти волны – это только временное состояние той же воды океанской. In the same manner, what we call disease is Точно так же то, что мы называем болезнью, это не что иное, как like it is a force, like the force of the waves. Это подобно тому, как из воды появляется волна. Therefore, what is explained here in this science is Поэтому в науке гомеопатии что объясняется? that disease cannot be located at any particular place in the body. Там объясняется, что болезнь никогда не может находиться в какой-то отдельной части тела. Then immediately you may get many questions in the mind. Тогда немедленно возникает много вопросов в уме. Suppose a person is paralyzed in any part of the body. Например, у человека парализована какая-то часть тела. So, this is a location. Suppose he is paralyzed in the hand and the leg, so it is located in that hand and leg. Например, у него рука или нога парализована. И когда мы смотрим на человека, для нас очевидно, что болезнь локализована именно в этой руке или ноге. Then how can you say that disease cannot be located in any part of the body? И тогда, вот смотря на такую картину, как же мы можем утверждать, что болезнь никогда не локализуется у него ни в одной части тела? Then we have to understand that paralyzed condition is not the disease. И вот в этот момент, как раз хороший момент, чтобы понять, что парализованное состояние не является болезнью. We have given a name to that condition, but that doesn't mean that it is the disease. Мы дали название этому состоянию ноги или руки, но то, что мы называем ее параличом, это не означает, что это болезнь. Paralyzed condition is Парализованное состояние – это it is a result established by the distorted activity of the vital force due to some influence.
Это результат неправильного, результат нарушенного действия жизненной силы, который произошел из-за какой-то там причины. Suppose there is a very big ulcer on the toe of a leg. On a toe? Yes. Например, на пальце ноги образовалась большая язва. With intense pain and suffering. Очень болезненная. So then the doctor will give you a name to this. He may call it gangrene. И тогда доктор посмотрит и может назвать это гангреной. But according to the homeopathic explanation, но согласно гомеопатическому пониманию и объяснению, so what you call gangrene is only the result of some sort of distortion. То, что мы называем гангреной, это лишь результат какого-то нарушения at the level of mind and vital force. На уровне ума и жизненной силы. So gangrene, what you call gangrene is not the disease. То, что мы называем гангреной, не является болезнью. There is no significance of the name of the disease here. И вообще нам не важны названия болезни. So unless you identify the source of the disturbance in the deeper layer of consciousness, пока мы не определим, в чем источник нарушения действия жизненной силы, находящийся на более глубоких слоях конституции, you cannot eliminate this result which is manifested. Мы не сможем убрать этот результат. So that is the reason why in the normal medicine, в этом причина того, что наша официальная медицина, when such condition happened, когда такие случаи происходят, they can only cut away that part. Они ничего не могут сделать, кроме того, чтобы отрезать эту ногу внутреннюю. We see in many cases which are named as gangrene, they will amputate either the finger. В случаях, когда возникает гангрена, следует ампутация. When there is gangrene at the finger, they cut the finger, and then the gangrene starts in the foot, they cut the foot, so go on amputating. Например, гангрена возникла на пальце ноги, сначала отняли палец, потом она продолжает развиваться на ступню, отняли ступню. So this means it is only the result that is manifested, but the disease is not located there. Гомеопатия говорит, что это только результат какого-то процесса, а причина находится в другом месте. So the location of a disease is never on any physical tissue. Место болезни никогда не может располагаться ни в какой физической ткани. So you have to go to the source of disturbance. Мы должны дойти до источника нарушения. And that can be possible when you take into consideration all the symptoms that are expressed. И это возможно только принимая во внимание всю совокупность симптомов, которые через которые выражает себя эта болезнь. So when you make a summary of the symptoms, когда мы пишем список симптомов, starting from the mind, начиная с ума, senses or the sensorium, с чувств, сенсорного аппарата, and body. И включая естественное тело. So all these symptoms put together is called totality of symptoms. Все эти симптомы, перечисленные в истории болезни, они называются совокупностью симптомов.